Самый простой, ультра легкий голосовой поиск, глобальный для любого ТВ-бокса. Смотрите, нажимаем на кнопку, говорим «Трансформеры». Я там зацепил, говорим «Трансформеры», конечно. Но он сейчас найдет в общедоступном доступе, что у нас там есть. На Мегуго, SmartTube, простой YouTube. Я вам сразу говорю, ищет он во всех источниках, просто для обзора мы некоторые отключили. Ну, давайте, например, аватар. Потому что YouTube многие источники просто-напросто не прощает и ролик может заблокировать. Мы очень аккуратно к этому подходим. О, пожалуйста, Мегуго, SmartTube, Нум, лампа. Ой, пооткрывало все, что можно. Но, что самое интересное, данное приложение, оно очень-очень легкое, способно работать даже на гигабайтных ТВ-боксах, ТВ-стиках, на 2 гигабайтных, на 4 гигабайтных. И вам фактически не надо мудрить, вам не нужны root-права для установки, вам ничего не нужно. Все сделал с инсталлятором, который автоматически за вас все установит. Но для этого вам нужна будет винда, сразу говорю. И это работает очень и очень классно. Смотрите, можно еще там Черкассы. Я, кстати, подвисаю. Мне когда что-то искать, я даже фильмы вспомнить не могу. Давайте тут Черкассы нашло. Вот фильм драмы на SmartTube, на Нум, на лампе. И пошло-поехало. Ищет нам на Nexon нашло. Ну, CloudStream, сразу говорю, оно не ищет. CloudStream мы используем для глобального поиска, но его можно отключить сразу. Все можно отключать, все можно сортировать. Очень-очень простые настройки. А где его скачать? Он абсолютно бесплатен. Скачать можно в нашем телеграм-канале. И, кстати, обратная связь по приложению будет в нашем телеграм-чате. Ссылки в описании под видео и на телеграм-канал, и на чат. И обновление будет выкладываться конкретно только в нашем телеграм-канале. Это раз. Во-вторых, так как приложение бесплатное, требовать прямо здесь и сейчас доделки не нужно. Платной версии не будет. Делать мы платную версию не будем. Ни про версии, ничего. Мы будем добавлять абсолютно весь функционал, который попросит. Но с учетом совместимости. Мы не будем реализовывать даже подобный функционал каких-то других сторонних приложений, которые обвиняют, что мы их украли. А знаете, с чего началось? Это, кстати, такой небольшой экскурс. Уж послушайте, если вы здесь. Кое-кто в шортсах увидел значок, такой микрофончика, и сказал: ты украл приложение у другого человека. Я так посмеялся. И знаете, если уж вы судите по значку, то, наверное, человек украл вот такой вот микрофончик. У меня был вот такой вот микрофончик, только он был голубой и желтенький. То есть в украинских тонах, само собой, я украинец. А вот он, в принципе, вот он такой, только чуть был контрастнее. Я там еще сказал: да, значок я украл. Мне сказали: ты украл приложение. Найдите 10 отличий, во-первых, вскройте АПКшку, если сможете нормально, ну, вскрыть сможете, переделать, очень интересно. Во-вторых, сравните и потом уже зайдете в комментарии, извинитесь, будет интересно, конечно. Но как его устанавливать? Устанавливать невероятно просто. Во-первых, есть определенный функционал у этого приложения. Сразу покажу вам функционал, потом уже буду показывать все остальные моменты. Есть определенный функционал, кроме самого голосового поиска. Здесь есть история поиска, конечно же, подписаться для поддержки на мои каналы можно. И, кстати, подписаться я советую, знаете почему? То есть это вот Зоран, это основной канал, Технозон.ua это украинский канал, потому что следующее обновление, в некоторые функции буду вводить премиальные только для подписчиков. И на самом деле сейчас мы там реализуем одну фишку, так как вы на ТВ-боксе все равно в YouTube, скажем так, авторизуетесь, то мы авторизацию и проверить подписки сможем. Мы уже полностью проработали этот механизм. Здесь у нас есть языки, можно английский, украинский, либо автоматический. В автоматическом режиме он будет сам определять язык и сам его ставить. То есть, если я поставлю здесь язык автоматический, то он его поставит интерфейс от вашего ТВ-бокса, скажем так. Если у вас будет украинский, то будет украинский. Если русский, то будет русский. Если другой какой-то, то будет английский. Но определять он сможет и с украинского, и с русского, и с английского будет нормально слушать. Если выставить принудительно, то будет слушать только на том языке, который вы ему поставите. Теперь дальше. Раздел приложения. Здесь мы можем изменять DPI. Объясню. Ну, например, DPI 100, который будет стоять по умолчанию после того, как вы установите, подходит для ТВ-боксов с 4К интерфейсом. И да, это будет выглядеть примерно таким образом. Аватар. Вот, это большие плитки. Каждый канал рекомендаций это отдельные, ну, каждое перелистывание отдельный канал рекомендаций. В конце вы видите Google TV и YouTube. Я вам сразу скажу, я не вырезал родной голосовой поиск. Вы можете сюда перейти, нажать, и он поищет это и в голосовом поиске родном вашего ТВ-бокса. Вот, пожалуйста, есть вот такая вот штука, если вы вдруг захотите купить фильм. Это касается Google TV. И такое тоже работает.
То есть мы это тоже реализовали. Смотрите, дальше. Вы здесь в приложениях можете отключить приложения, в которых искать. Объясню, почему здесь есть VLC, Коди. Ну, Patchwall я сразу отключу. Сейчас он его уберет. Не сильно нам интересно. Смотрите, я вам объясню. Дело в том, что многие приложения, например, какие-нибудь там Vimeo, Коди, Nova Player, они поддерживают тоже такой поиск, но из того, что они каталогизируют. То есть, если вы чего-то завели туда на каталог, и они их проиндексировали, то они тоже будут выдаваться в простой выдаче. Это удобно. Поддерживается много чего, ну вот я вам показываю, но я не имею права это произносить. YouTube очень ревностно к этому относится. В CloudStream, сразу говорю, не работает, не хотят добавлять они поддержку. Я со временем попробую сделать что-то на уровне парсинга. Думаю, что-то получится. Но особо заморачиваться с этим не хочу. Если люди не стремятся что-то изменить, то это уже их проблемы. И также вы можете поменять, допустим, в поисковой выдаче приоритизацию. Например, будет сначала у нас SmartTube, потом Megugo, потом мы сделаем, допустим, давайте Num будет первый. Давайте Num будет первый в выдаче. То есть мы сейчас сделаем... То есть самая обыкновенная, элементарная приоритизация. Но я сделал это все максимально облегченным, чтобы работало на всех ТВ-боксах. Смотрите, аватар определяет шикарно. У нас есть разница между Google TV, Android TV установкой и чистым Android. Это очень-очень простая разница. Все будет делаться через мастер все равно. Смотрите, и это все вот меняет у нас приоритизацию. Давайте теперь вернемся конкретно к методам установки. Здесь слишком много файлов, в таком архиве, в котором вы его скачаете, там будет меньше, здесь есть 3 языка, есть инструкции, могу сразу сказать, можете пойти почитать инструкции, здесь расписано более-менее, как это все сделать. Хотя я вам сейчас все и так расскажу. Смотрите, запускаете Master.ru, собрано, я вам объясню, я сделал обертку из BAT, запускаю через PowerShell, подходит на Windows 10, на Windows 11, потому что я учитываю PowerShell 5.1 и 7, то есть фактически будет там и там работать. На Mac пока не делал. Честно говоря, можно и на Mac сделать. Здесь вы видите меню, советую сразу развернуть. Вы здесь видите меню, это Technozone TV Search, мастер установки. Ну, выбранный TV-бокс, это у нас сразу по нулям. Подключено сейчас, не обращайте внимания, это если вы уже работаете конкретно с такое огромным количеством ТВ-боксов. Мы сейчас сделаем, отключим, во-первых, ТВ-боксы, которые есть. Все, мы отключили их, нафиг. Отлично. Этого вам делать не нужно. Вы запустили свою шарманку, скажем так. Давайте я сделаю его в маленьком окошке, чтобы вы видели. Что нам понадобится? В самом ТВ-боксе вам нужно включить режим разработчика. Вы идете в менюшку, идете во все настройки, система, об устройстве и идете, есть сборка OS Android TV. Проклацали 8 раз, у вас появится статус разработчика. Опускаете внизу для разработчиков и здесь вы включаете отладку по USB. Вот она вот так вот выглядит. Все, включили отладку по USB и возвращаетесь в меню Wi-Fi. В Wi-Fi вы должны сюда запомнить вот этот вот IP-адрес. В самом инсталлере вы нажимаете «Подключить TV-бокс по Wi-Fi IP». Сразу говорю, есть третий пункт. Если вдруг у вас сам TV-бокс предлагает, ну, например, RTX 2, Nexon X11, они предлагают вам сделать установку через кнопку, через код. Либо через дополнительный какой-то там момент соединения. Это тоже можно, я все предусмотрел по коду, подключение по коду тоже можно сделать. Делаем установку по Wi-Fi IP, вбиваем адрес 192.168.31.155, нажимаем. На ТВ-боксе у вас появится, на любом ТВ-боксе у вас появится вот такая штука, вы нажали всегда разрешать отладку и нажали разрешить. Все, этот ТВ-бокс будет по умолчанию у вас теперь всегда воспринимать нормально подключение. Но, как же теперь дальше устанавливать? У нас здесь есть разные моменты. Смотрите, мы нажимаем «Установить АПК», пятерочка. Он начинает его инсталлировать. Он его все проинсталлировал, также вы его и обновляете. Здесь у нас возникает два вопроса. Первое, yes отвечаете, если это Google TV, и no отвечаете, если это Android TV. Просто в Android TV я сейчас еще подключу, покажу. Если неправильно сделать, то там будет при нажатии кнопки ОК вызывать меню еще дополнительное на любом приложении. Это неправильно. Мы нажимаем здесь yes, нажали yes, все там прошло, проделало, все закрыли и теперь проверяем. Для того, чтобы проверить, нам достаточно нажать на кнопочку голосового поиска. Трансформеры.
Тадам! Все нашло. Ну, мне не нравится, кстати, такой этот DPI. Я потом тоже все изменю. Я введу разные DPI абсолютно. То есть будет их больше. 85% он их сейчас перестроит. Все, отлично. Мы уже понимаем, что он работает. А в Google TV очень важный момент, когда нам необходимо проверить, то есть перезагрузить TV-бокс. И понимаете, потому что в некоторых Google TV версиях, например, там в 12, этот может такой метод ломать настройки и после перезагрузки вызывать настройки экрана. Я в принципе это уже пофиксил, но проверять советую. Все, загрузилось, настройки экрана не вывалились, ура, пользуемся. Замечаем какие-то ошибки, скидываем. Дядя Бабл уже будет думать. Если, конечно, надумаете скидывать, то, конечно, здесь есть у нас лог. Показать живой лог. Вот, пожалуйста, 12. То есть там вот он, живой лог есть. Но сейчас он пока вот такой вот. Пока он пустой, ничего нету, приложение еще нормально не поработало. Перезапущу его сейчас. Давайте все переподключу. Теперь дальше. Бывает такое, что у нас не хватает, не работает кнопка, вот код. Вот нет, вот какой-то, такой уж специфический бокс, что просто капец какой-то. Мы можем с вами просто-напросто кнопку разучить новую. То есть мы берем, и вот есть найти код кнопки, 8, и ввести код кнопки вручную. Нажали 8. Понажимали кнопку голосового поиска, он через 15 секунд ее просто-напросто определит и пропишет сам самостоятельно, и кнопка подвяжется. Также мы можем очистить сохраненные кнопки кода, показать живой лог, вернуть родной Google TV и Google Ассистент. Можете просто-напросто взять и вернуть, и вообще без проблем. И перезагрузить, и открыть настройки спецвозможностей. Также у нас есть сырой тест кнопки пульта, то есть для того, чтобы понимать, какой код у нее есть и, в принципе, прописать. Но это уже все мелочи жизни. Что у нас в разнице с Android TV и чистым Android? В Android TV, давайте я подключу Rocktech G2. Кстати, для GX1 будет отдельный поиск. Я думаю, что для GX, вот на GX мне хочется, во-первых, решить его все детские болячки. Я займусь этим делом. Во-вторых, мы будем делать на GX чуть-чуть другой поиск с реализацией его возможностей. У нас загрузился Rocktech G2. Здесь все еще проще. Здесь мы идем просто-напросто в настройки. Те же самые настройки устройства. Но я покажу, потому что сейчас у меня апдейтятся Google сервисы. Идем об устройстве. Опускаемся до сборки OS Android TV, поклацали, все нормально, получили разработчиков, вообще без вопросов зашли для разработчиков, включили отладку по USB, вышли, запомнили конкретно ваш IP-адрес и давайте, здесь у нас 139, да, 31.139, давайте подключим TV-бокс. Все, мы все подключили, нажимаем также установить, отлично, но здесь нам нужно нажать N. Объясню, если вы поставите N, то у вас будет все работать отлично. Смотрите, вы просто-напросто потом взяли, нажали, сказали там трансформеры, у вас все заработало, все отлично, да? Но, и видите, у вас будет правильно работать, я объясню, про какую ошибку идет. Вот видите, здесь приложение нажимаю, оно открывается. Но если вы установили вдруг неправильно, вот нажали не то совсем, то есть вы, сейчас я вам покажу, как это выглядит. Нажали, давайте, установить. И нажали не ту кнопку. Нажали Yes, не разобрались, там, что делать, я все поломал. Смотрите, как это будет выглядеть. То есть вы теперь при нажатии на приложение у вас будет открываться такое меню. То есть, это бред, короче. Вы просто зашли, переподключили, все то же самое сделали. Опять его просто-напросто проинсталлировали, только с буковкой N. Все. И у вас опять все начнет работать отлично. Но он сейчас восстановится, и все будет работать отлично. Либо, если вдруг оно не заработало и будет все равно вываливать вот такое меню, у вас есть вариант нажать кнопочку 7. Пробуем. Не отключает. Хорошо. Вы тогда идете в настройки. Здесь тогда это делается проще. Давайте пойдем в настройки. Идете в настройки. В специальные возможности. И просто-напросто отключаете специальные возможности. Оно все равно будет перехватывать кнопку при любом раскладе. Смотрите, трансформеры. И оно будет работать. Даже вот с отключенными специальными возможностями. Зато у нас, трансформеры нашло классно. Зато у нас будет работать приложение без дополнительного меню. Все, с Android TV закончили. Подключу Югус. С Югусами еще проще.
Здесь вы точно так же делаете все, я уже даже это показывать не буду, потому что сильно все однотипно, то есть вы заходите в меню, вообще у Югуса есть свой U-Search, он неплох. Вы точно так же пошли обустройство, точно так же на сборке OS Android TV наклацали, точно так же включили для разработчиков, и на этом останавливаться я тоже не очень хочу, потому что это все очень-очень просто. Здесь вообще самый простой метод установки. Вы пошли там, грубо говоря, запомнили 31166. Давайте я здесь отключу все, что есть. Давайте 192, 168, 101, 166. Все, мы подключили, он у меня уже просто авторизован, авторизация не выдается. Здесь, когда вы устанавливаете, давайте установить, обновить АПК. Давайте я растяну, оно сейчас все как раз установите. Выбираете N как для Android TV. Все, выбрали N как для Android TV по факту. Теперь... И при первом нажатии у вас может появиться вот такая вот панелька, где вы просто-напросто выбираете технозон поиск всегда. То есть вы его выбираете, вы выбрали всегда и выбрали технозон поиск. Здесь дали разрешение на микрофон и все. И он у вас тоже трансформеры будет тоже работать. Вот, пожалуйста, он тоже работает. Ребят, очень крутая вещь. Я ссылки в описании под видео. Давайте вместе дорабатывать. Оно абсолютно бесплатное. Модифицируйте все, что хотите. Все, что хотите, переделайте. Мне все равно. Я это делаю для своих подписчиков, а не ради денег. Поэтому с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.